Привет всем любителям дорам! С вами Ника, и я вернулась к вам с очередным обзором. Сегодня я хочу коротко рассказать о японской дораме «Озорной поцелуй». Если вы давно смотрите дорамы, то, наверное, слышали это название или смотрели хотя бы одну из многочисленных версий этого сериала. Существует много версий данной дорамы: японская, корейская, тайская и тайваньская. Самую первую версию сняли, естественно, сами японцы еще в далеком 1996 году, который я очень люблю, и у меня на канале есть клип на эту версию. Но сегодня речь идет совсем о другой версии, тоже японской, но поновее. Итак, эта дорама 2016 года состоит из 3 полнометражных фильмов, а именно «Озорной поцелуй. Старшая школа», «Озорной поцелуй. Кампус» и «Озорной поцелуй. Предложение». Итак, школьница по имени Айхара Котака не славится большими достижениями в учебе и учится в самом слабом классе. Но, несмотря на это, она влюблена в самого умного парня школы Ирея Наоки. Парень очень надменный, высокомерный, холодный и эгоистичный и смотрит на всех свысока. Несмотря на такое поведение парня, Котака все-таки рискнула и решила вручить ему письмо, в котором признается, что она его любит. Но Наоки отказался принять это письмо, да еще и пристыдил ее перед всей школой, указав на ошибки в письме и назвав ее тупицей. Над девушкой смеялась вся школа, а Котака была возмущена таким поведением. Но у судьбы оказались другие планы. Новый дом, в который переехал Котака вместе со своим отцом, разрушился, и теперь папа с дочкой остались без дома. Но на помощь им приходит старый друг папы, который предложил им пожить у него дома. Котака с отцом переезжают к его другу, и выяснилось, что у друга есть 2 сына, один из которых и есть Ире Наоки, тот самый парень, который отверг Котака и опозорил ее перед всей школой. Теперь Наоки и Котака вынуждены жить под одной крышей, что не очень радует парня, да и его младшего брата. Чего не скажешь об их матери, которая была рада приезду Котака, и в дальнейшем мама Наоки будет всеми силами стараться свести своего сына с Котака и поддерживать ее. Молодые люди теперь живут вместе, они совсем разные. Котака очень жизнерадостная, добрая, отзывчивая девушка, несмотря на то, что она плохо учится, но у нее очень много друзей, подруг. Ничего не скажешь о Наоки, который является очень надменным, холодным. И сможет ли Котака достучаться до Наоки, растопить его холодное сердце? Сможет ли Наоки влюбиться в Котака? Если вы хотите это узнать, посмотрите обязательно эту дораму. Не буду все пересказывать. Кто хочет посмотреть экранизацию более в сжатом формате, более кратко, тогда я советую вам посмотреть эти 3 фильма. Смотрятся они очень легко, быстро, на одном дыхании. Хочу также отметить актера, сыгравшего главную роль, Сато Канта. Этот актер для меня стал открытием. Я посмотрела пару его дорам. Отмечу его хорошую внешность. Он очень красивый и обаятельный актер, но и также очень талантливый актер. Так что посмотрите, может быть, если кто-то смотрел, оставьте свои отзывы, будет интересно прочитать. Ну, на этом я заканчиваю свой краткий обзор. Спасибо всем большое за внимание, всем любви, всем удачи, всем пока.